Ядерные новости из Пентагона. США предпроектно изучают применение в войнах ядерной бомбы. США и Иран одновременно объявили о полном контроле над Ормузским проливом. Хексет потребовал от стран Южной Америки прекратить дружбу с Россией и Китаем. Украинский экспорт зерна остановился из-за российских атак на порты. Путин отправился на Итуру. Япония возмущена, Южные Курилы Токио считают своими островами. День Икс для Найджела Фараджа. Кого выберут? Его или графа Мусорника? Китай прощается с премьер-министром, который сделал страну богатой. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США отказываются от подготовки войск к операциям по смене режимов. Вместо этого Пентагон делает ставку на стратегию отказа, оборону союзников и срыв военных планов противника. Об этом заявил заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. По его словам, американские силы должны сделать достижение цели агрессора слишком сложным и дорогим, еще до того, как противник сможет изменить ситуацию на поле боя. Колби также сообщил о узком предпроектном анализе возможного применения ядерного оружия. Его задача — поддержать ядерное сдерживание и стратегическую стабильность. Ранее американские СМИ писали, что Пентагон может расширить роль тактических ядерных систем в региональных конфликтах. Колби это не подтвердил и заявил, речь не идет о замене политики ядерного порога приоритетом театральных вооружений. По его словам, Вашингтон не ожидает радикального изменения ядерной стратегии. Вашингтон и Тегеран одновременно объявили себя хозяевами Ормузского пролива. Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, Америка полностью контролирует этот стратегический маршрут, а американскую морскую блокаду уже называют «железной стеной». По словам Трампа, иранские военно-морские и военно-воздушные силы разгромлены, а корпус стражей исламской революции деморализован. Переговоры о его открытии зашли в тупик. И Трамп говорит, что Вашингтон снижает тон и рассчитывает задушить Иран экономически. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ответил, Вашингтону следует быть осторожнее. Соединенные Штаты уже давно допускают просчеты из-за провалов разведки. Наглядный пример – война против Ирана. Теперь они совершают еще более серьезную ошибку в отношении Ормузского пролива. Ложные разведданные хуже фальшивых новостей. Будьте осторожны. Аллах велик, превыше любой земной силы. Мы уповаем на Аллаха. Иранский штаб Хатам аль-Анбия утверждает, пролив полностью контролирует Иран, и ни один коммерческий или нефтяной танкер не может безопасно пройти без разрешения иранских военных. Руководители Соединенных Штатов и американская террористическая армия уже не раз испытывали на себе силу и стойкость иранского народа, а также мужество его сынов, служащих в могущественных вооруженных силах Ирана. Соединенные Штаты постоянно стремятся сеять в регионе хаос и нестабильность. Их ничем не подкрепленные и беспочвенные угрозы перед лицом всесторонней и еще более высокой боевой готовности героических воинов ислама приведут лишь к дальнейшему отчаянию и бессилию самих американцев. До войны через Ормуз проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти. Теперь судоходство почти остановлено. Вместо от 130 до 140 судов в день через пролив проходят единицы. Иранские государственные СМИ высмеяли президента США Дональда Трампа после сообщений о его тайной пересадке на другой самолет в Турции. По данным источников, в последний день саммита НАТО в Анкаре появилась достоверная угроза атаки на борт Трампа из переносного ракетного комплекса. Сотрудники секретной службы пересадили президента на небольшой военный самолет. Его вывезли с аэродрома под прикрытием фургона с продуктами. Борт номер 1 продолжил полет отдельно. Иранские СМИ представили операцию как доказательство страха Вашингтона перед Тегераном. Тайная пересадка Трампа на другой самолет с использованием грузовика для доставки продовольствия стала одной из главных тем мировых новостей. Участники ночных митингов считают, что противники боятся возмездия со стороны тех, кто мстит за свободу народов мира. Официально Иран угрозу не комментировал. Переговоры о постоянном прекращении войны в Персидском заливе также фактически зашли в тупик. Иранский источник заявил, договоренности о продлении временного соглашения, заключенного в июне, пока нет. Иранские сторонники жесткой линии, которые призывают отомстить за убийство верховного лидера Ирана 28 февраля, а также ряда других высокопоставленных политических и военных деятелей страны, упиваются тем, что Соединенные Штаты настолько боялись за безопасность президента Трампа и были настолько обеспокоены ею. Кольцо с 321 бриллиантом, подаренное Дональду Трампу бельгийскими торговцами алмазами, заинтересовало демократов в Сенате США. Изделие из 18-каратного золота передали американскому послу в Бельгии 28 июня в честь 250-летия США. Его стоимость оценивают от 25 до 30 тысяч долларов.
Через месяц администрация Трампа освободила европейские природные алмазы от новых американских тарифов. Сенаторы Элизабет Уоррен и Ричард Блюменталь потребовали от двух бельгийских компаний объяснить, обсуждался ли подарок одновременно с торговыми льготами. Законодатели заявили о возможном конфликте интересов и нарушении закона о взятках. Ответить компании должны до 24 августа. В Белом доме связь между подарком и тарифами отрицают. Там заявляют, решение стало частью прежних торговых договоренностей. Кольцо считается собственностью федерального правительства. Чтобы оставить его себе, Трампу придется выплатить рыночную стоимость. Министр обороны США Пит Хексет заявил, американские военные будут бороться с картелями так же, как с Исламским государством и Аль-Каидой. На тренировочной базе в Панаме он сказал, любая группировка, которая торгует запрещенными веществами или угрожает американцам, становится военной целью. Координировать операцию будут южное и северное командование США. Хексет также назвал Вашингтон предпочтительным партнером для региона, обвинив Китай, Россию и Иран в эксплуатации других стран. США, по его словам, готовы уважать суверенитет государств и сотрудничать с ними. Как вы видели на примере ударов по судам наркоторговцев, теперь тот же подход применяется на суше. Мы взаимодействуем с Эквадором, Колумбией и другими партнерами, чтобы вести борьбу с наркопреступными организациями на их территории. Где бы вы ни торговали наркотиками, где бы ни угрожали американскому народу или нашим партнерам, вы становитесь целью, такой же, как ИГИЛ или Аль-Каида. Мы 25 лет совершенствовали всю цепочку поражения, учились выявлять сети на другом конце света и наносить по ним удары. Так почему бы не взять эти навыки лучших американских специалистов и не применить их здесь? Именно это я имел в виду, когда предупреждал картели. От торговли кокаином здесь, на юге, до фентанила и территорий, контролируемых наркокартелями в Мексике. Это борьба с целой сетью. Мы наделяем южное и северное командование вооруженных сил США полномочиями вести ее сообща по всему западному полушарию и действовать беспощадно. Теперь к нам присоединяется Колумбия. Произошли перемены и в Венесуэле, благодаря возможностям американских военных, продемонстрированным в форте Тиуна в Каракасе. Мы изменили ситуацию, и я хотел бы подчеркнуть, нет друга надежнее Америки и нет врага опаснее нее. Не стоит связываться с нами, учитывая наши военные возможности. Но когда случается беда, как в Колумбии или Венесуэле, мы приходим первыми. Мы направляем наши прекрасные вертолеты «Чинук» и самолеты Си-17, до отказа загруженные оборудованием и гуманитарной помощью с экспертами на борту. Именно так мы поступили в Колумбии и Венесуэле. Колумбия станет для нас замечательным партнером. Совершенно очевидно, предпочтительным партнером являются Соединенные Штаты. Есть множество внешних игроков, которые пытаются распространять здесь свое влияние, будь то Китай, Россия или Иран. Российские системы противовоздушной обороны должны были защитить Каракас, но не сработали. Кубинские охранники должны были защитить Мадуро, но не смогли. Теперь мы видим, как кубинцев и россиян выдворяют из Венесуэлы, как в Колумбии появилось новое правительство и как заключаются новые контракты на управление портами по обе стороны Панамского канала. Подписан новый меморандум с Панамой, поэтому наше сотрудничество здесь, в форте Шерман и школе подготовки к действиям в джунглях расширилось. У нас замечательный посол, который следит, чтобы все обещанные экономические проекты и соглашения о военном сотрудничестве действительно притворялись в жизнь. Сотрудничество с некоторыми другими странами, будь то Китай, Россия или Иран, зачастую оборачивается эксплуатацией и преследованием исключительно собственных интересов. Соединенные Штаты приходят с намерением уважать ваш суверенитет и искать взаимовыгодные пути сотрудничества, которые расширяют возможности ваших граждан и приносят процветание вашей стране. Но президент Трамп предельно ясно высказался о Панамском канале. Соединенные Штаты построили этот канал и обеспечили его безопасность кровью и тяжелым трудом множества американцев. Это стратегически важный объект. Сейчас здесь, в рамках партнерства с Панамой, находится больше наших военнослужащих, чем когда-либо за долгое время. Панамакс-КРА — стратегические учения по защите Панамского канала. В них участвуют американские компании, кибернетическое командование США и другие структуры. Мы сотрудничаем с Панамой, но одновременно гарантируем защиту собственных интересов в этом регионе. В этом нет никаких сомнений. Россия срывает украинский зерновой экспорт в момент уборки урожая. После ударов по портам и торговым судам заходы в порты Большой Одессы почти остановились. Зерно остается на элеваторах, цены падают, а у фермеров заканчиваются деньги на осеннюю посевную. До полномасштабной войны Украина ежегодно экспортировала от 45 до 55 миллионов тонн зерновых, пшеницы, кукурузы и ячменя. А прогноз на 2026 год уже снижен с 43 до 38, 40 миллионов тонн. Самое страшное сейчас — это то, что это зерно некуда девать. Из-за блокады, которую Россия устроила Одесской области и Одесским портом, через которые мы вывозили около 4,5 миллионов тонн, для всех аграриев это настоящая катастрофа. Но еще страшнее то, что сейчас мы вообще не можем получить никаких денег.
Поэтому под угрозой проведения осенней полевой кампании, под угрозой обработка полей. Мы, например, сейчас поле не обрабатываем, потому что даже не понимаем, зачем это делать, зачем сеять, если урожай потом будет некуда девать. Это удар не только по Украине. В 2021 году страна была одним из крупнейших поставщиков продовольствия в мире. На нее приходилось около 10% мирового экспорта пшеницы, примерно 15% экспорта кукурузы и ячменя и около половины мирового экспорта подсолнечного масла. Большая часть зерна шла в Европу, Африку, страны Азии и Ближнего Востока. За первые 6 дней августа морем вывезли только 40 800 тонн зерна. На 84% меньше, чем за тот же период июля. Общий экспорт агропродукции сократился на 60%. В Харьковской области комбайны убирают пшеницу среди выгоревших полей. Рядом находят остатки российских дронов. Работу не останавливают. Урожай нужно собрать до нового обстрела и непогоды. В Житомирской области Сергей Рыбалко принимает зерно на элеваторе. Значительную часть земель в Херсонской области он потерял после российского вторжения. Теперь хранилища почти заполнены, покупателей мало, а выручки не хватает на обработку полей и семена. Если Украина сейчас не проведет посевную, если не посеет рапс, который нужен тем же полякам и немцам, не посеет пшеницу и другие озимые культуры, не подготовит почву к весенним работам, то через год мы столкнемся с очевидным продовольственным кризисом. Господь не посылает человеку больше испытаний, чем тот способен выдержать. Поэтому держимся. Что еще можно сказать? Нет смысла жаловаться, плакать или делать что-то подобное. Нужно работать и искать выход из любой ситуации. В отдельных регионах зерно подешевело на 20-30%. В Полтавской области его скупают ниже себестоимости. В Одесской области тонна пшеницы вместо прошлогодних 11 тысяч гривен стоит около 8,5 тысяч, а иногда всего 7 тысяч. Правительство обещает льготные кредиты и помощь пострадавшим хозяйствам. Но альтернативные маршруты через обмелевший из-за жары Дунай и по железной дороге в соседние страны пока способны заменить только часть морского экспорта. Владимир Путин продолжает необъявленное предвыборное турне по России за 1,5 месяца до парламентских выборов. Он впервые лично приехал на Курильские острова и посетил Итуруп. Спорный остров, остающийся под фактическим контролем Москвы. Однако Япония называет Этарофу и считает своей территорией. Япония присоединилась к санкциям против Москвы, а мирный договор между странами так и не подписан с 1945 года. Путин побывал на рыбоперерабатывающем заводе «Ясный», осмотрел улов и попробовал икру. Местным жителям он сказал, что погода на острове как на курорте. Перед поездкой Путин наблюдал за учениями Тихоокеанского флота. Он заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет конфликтный потенциал, туда просачивается НАТО, создаются новые военные блоки и размещаются системы вооружений, которые, по его словам, угрожают России. Визит состоялся на фоне войны России против Украины и после ракетного запуска Северной Кореи. Да, нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил, флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотеги заявил, что Токио решительно протестует. По его словам, северные территории принадлежат Японии исторически и с точки зрения международного права. Москва и Токио так и не подписали мирный договор после Второй мировой войны. Главным препятствием остается спор о 4 южных Курильских островах. Премьер-министр Японии Санае Такаичи осудила первый визит Владимира Путина на Итуруп, остров, который Токио считает своей территорией и называет Этарофу. Япония официально заявила, поездка неприемлема и противоречит ее позиции по северным территориям. Правительство Японии неоднократно обращалось к российской стороне с требованием, чтобы президент Путин воздержался от посещения северных территорий. Несмотря на это, сегодня он прибыл на остров Этарофу, Итуруп. Мы заявляем России решительный протест. Северные территории являются неотъемлемой частью Японии как исторически, так и с точки зрения международного права. Нынешнее посещение острова Этарофу, Итуруп, действующим президентом России, противоречит неизменной позиции Японии по вопросу северных территорий. Более того, оно задевает чувства японского народа и совершенно неприемлемо. После вторжения России в Украину российско-японские отношения находятся в тяжелом состоянии. Даже в этих условиях Япония предпринимала все возможные усилия для их улучшения.
Однако этот визит лишь усилит негативные отношения к России в японском обществе и еще больше осложнит восстановление двусторонних отношений в долгосрочной перспективе. Для Японии вопросы, связанные с северными территориями, особенно посещение бывшими жителями островов могил своих родственников, носят гуманитарный характер. Поэтому мы сохраняли открытыми каналы диалога и продолжали обсуждать эти вопросы на переговорах. Однако нынешняя ситуация вызывает крайнее сожаление. Что касается дальнейших шагов, правительство тщательно рассмотрит надлежащие меры реагирования. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер возложили венки у мемориала Берлинской стены на Бернауэрштрассе к 65-й годовщине начала ее строительства. Здесь проходила граница между советским и французским секторами города. Стена более 28 лет была частью системы границ ГДР вокруг Западного Берлина. Попытки перебраться через нее стоили жизни многим людям. Сегодня сохранились лишь отдельные фрагменты, в том числе Ист-Сайдская галерея и чекпоинт Чарли. Они пытались преодолеть стену, разделявшую Берлин, Германию и всю Европу. Для организации Бас-Культур-проекте мемориального комплекса есть Берлинская стена. И лично для меня было важно, чтобы к годовщине хотя бы временно появился еще один заметный памятный символ у Бранденбургских ворот. На месте, связанном со стеной, ставшим средоточием холодной войны и национальным и международным символом разделения свободы и единства. Комик в мусорном ведре против популиста Найджела Фараджа. В британском Клактоне проходят дополнительные выборы. Лидер партии Reform UK пытается вернуть мандат, от которого отказался месяц назад на фоне расследования финансов. Поводом стали претензии к незадекларированному подарку в 5 миллионов фунтов и от криптомиллиардера Кристофера Харборна. Если Фарадж победит, парламентское расследование может возобновиться. Главный соперник политика — сатирический кандидат граф Бинфейс, граф-мусорник, альтер-эго комика Джонатана Харви. Он выступает в серебряном костюме и шлеме в форме мусорного ведра. За последние 10 лет Бинфейс баллотировался против 3 премьер-министров. Лейбористы, консерваторы, либерал-демократы и зеленые отказались выставлять кандидатов, назвав голосование политическим спектаклем. Поэтому в бюллетене рекордные 34 фамилии, включая комиков и независимых кандидатов. Опросы дают Фараджу около 73%, Бинфейсу — 20%. Китай скорбит по бывшему премьер-министру Чжу Жунцзи. Фотографии политика появились на первых полосах сразу нескольких пекинских газет: Бэйцзин Жибао, Бэйцзин Синьвэнь и Бэйцзин Циняньбао. Публикации выдержаны в официальном и сдержанном тоне, который обычно используют при сообщениях о смерти высокопоставленных партийных деятелей. На улицах Пекина реакция оказалась гораздо осторожнее. Большинство жителей, к которым обратилось агентство Рейтер, отказались комментировать смерть Чжу Жунцзи, объяснив это политической чувствительностью темы. Одна из собеседниц, сотрудница администрации деревни по фамилии Ли, все же согласилась высказаться. Безусловно, это очень печальное событие. Пусть бывший премьер Чжу Жунцзи покоится с миром. Я надеюсь, что наша Родина будет процветать и становиться сильнее. Я очень высоко ценю все, что он сделал для нас в прошлом, и глубоко благодарна ему за его вклад. Очень, очень благодарна. Чжу Жунцзи умер 12 августа в возрасте 97 лет. Он возглавлял правительство Китая с 1998 по 2003 год и считался одним из ключевых руководителей экономических преобразований страны. В 1990-х и начале 2000-х годов Чжу проводил масштабные рыночные реформы, перестраивал государственные предприятия и добивался усиления финансового контроля со стороны Пекина. При нем Китай вступил во Всемирную торговую организацию. Это произошло в 2001 году. Решение ускорило интеграцию страны в мировую экономику, рост экспорта и приток иностранных инвестиций. Чжу Жунцзи запомнился прямолинейным стилем, жесткими решениями и готовностью открыто говорить о проблемах китайской экономики. Тайбэй на полчаса опустел. В столице Тайваня включили сирены воздушной тревоги. Улицы, автобусы и автомобили остановились. Полиция направляла людей в укрытие. Одновременно власти намеренно замедлили мобильный интернет, имитируя возможный сбой связи во время китайской атаки. Фиксированный интернет и Wi-Fi продолжали работать. Первую тренировку с ограничением мобильного интернета провели 10 августа в центральной части острова. В четверг ее повторили на севере. Мне кажется, если война действительно начнется, все может выглядеть именно так. Интернета вообще не будет. Подобная тренировка помогает нам почувствовать опасность и напряжение.
Это часть подготовки к учениям на случай воздушного налета, верно? Кроме того, мы отрабатываем ситуацию, при которой нарушена работа систем связи и передачи информации. Думаю, такие учения полезны. Не обязательно проводить их постоянно, но время от времени это стоит делать, чтобы люди лучше осознавали возможные риски и необходимость быть к ним готовыми. Тайвань завершает 10-дневные военные учения Ханькуан, в рамках которых отрабатывает отражение возможного вторжения Китая. Накануне на мосту, соединяющем Тайбэй с Новым Тайбэем, военные тренировались перекрывать путь силам Народно-освободительной армии Китая к столице. На дорогах установили металлические заграждения, колючую проволоку и бетонные блоки. В качестве баррикад использовали автобусы. Во время учений имитировали боевые столкновения, эвакуацию раненых и оказание медицинской помощи. В операции участвовали тайваньские бронемашины «Облачный леопард», которые отрабатывали огонь по противнику. По сегодняшнему сценарию Народно-освободительная армия Китая продвигается через городские районы Синьчжуан, Тайшань и Угу, а затем входит в центральную часть района Банцяо. Ее цель — захватить мосты через реку Синьдянь и по ним войти в Тайбэй. Поэтому тайваньские военные обороняют мост. Цель учений — не позволить НОАК быстро перебросить силы в Тайбэй. Полагаю, планы военных также предусматривают при необходимости уничтожения этих мостов, чтобы китайская армия не смогла быстро форсировать реку и продолжить наступление. Во время войны тайваньские военные выстроили бы несколько рубежей заграждений от моста до заранее определенных зон поражения. На пути противника установили бы несколько эшелонов препятствий. Каждый такой рубеж состоял бы примерно из 2 линий оборонительных заграждений. Создав несколько эшелонов заграждений, тайваньские военные смогут постепенно изматывать наступающие подразделения НОАК и направлять их в заранее определенные зоны поражения, фактически формируя оборонительный мешок. Когда силы НОАК окажутся внутри него, тайваньская армия применит наиболее мощные огневые средства, включая бронетехнику и крупнокалиберные пулеметы, чтобы нанести противнику максимальные потери в этой замкнутой зоне поражения. Ночь после солнечного затмения под звездопадом. В Хорватии и Боснии сотни наблюдателей вышли посмотреть на пик метеорного потока Персеиды. В этом году он пришелся на 12 августа, всего через несколько часов после солнечного затмения. Персеиды возникают, когда Земля проходит через пылевой след кометы. Частицы входят в атмосферу и сгорают, оставляя яркие полосы света. При идеальных условиях один наблюдатель может увидеть около 100 метеоров в час. Сегодня состоялось настоящее культурное событие — встреча любителей науки. Сначала мы наблюдали солнечное затмение, затем наступила ночь Персеид. Здесь собрались около 100 энтузиастов, а всего пришли почти 300 человек, чтобы увидеть это интересное с научной точки зрения явление. Если внимательно наблюдать, не разговаривать и ни на что не отвлекаться, за час можно увидеть около 100 метеоров. Персеиды называют слезами святого Лаврентия. По традиции, во время звездопада принято загадывать желания. Для 10-летнего Лавро Цветины вечер стал двойным космическим шоу. Сначала он наблюдал, как Луна закрывает части Солнца, затем на падающие звезды. Мы наблюдали солнечное затмение через телескоп. Было здорово, словно кто-то откусил кусочек Солнца. Падающие звезды тоже были великолепны. Особенно следы, которые они оставляли за собой. Сегодня был волшебный вечер. Звезд действительно было очень много. Их называют слезами святого Лаврентия. Зрелище было прекрасным. Нам сказали, что можно загадать желание. Я всегда это делаю. Загадал и на этот раз.